Я всегда хотела быть самым меньшинством из меньшинств, но чтобы у этого меньшинства были права. Он красил себе ногти черным лаком и носил женские трусы, но при этом стучал кулаком по столу и говорил, что я не позволю тебе ходить в этой одежде. Мне сейчас 34, я выйду, не знаю, сколько мне будет, лет 60. Ну, всегда можно сдаться. Они не увидят наших слез. Это форма проживания жизни просто. Ну, то есть вся жизнь как произведение искусства. Это было очень чистое символическое действие, за которое дали двушечку. Мне уже показалось, что я и так, в принципе, мертва. Меня довели просто до состояния такого замороженного тела. У меня нет никакого реального желания себя убить, поэтому если я вдруг откуда-то спрыгну из окна, то это не я. Я из семьи, в которой вообще никогда не говорили про эмоции, их никак не проявляли. Сильные девочки не плачут. Рыдал по 3 дня подряд. Ну а что, ты рыдаешь, потом дальше возвращаешься. Вы же вместе и ребенок, и группа «Война». Когда я стану взрослой, я окончательно научусь любить. Привет, Надя. Привет. Мы с тобой встречаемся в ноунейм месте. Это ты просила не называть где? Почему? Я определяю себя как геоанонимного человека. Мне так нравится. У меня разные есть теории по этому поводу. Художественные в основном, потому что мне нравятся такие художники, как Бэнкси. Изначально Пассерайт были полностью анонимными, потом наши лица открыли. Но, по крайней мере, мы можем сохранить географическую анонимность. Ну и безопасность. Я не очень люблю, когда люди знают, где я нахожусь. Эти штучки, это татуировки или ты рисуешь? Рисую. Вы сюда приехали вместе с Петей Верзиловым. Это не вошло в кадр, но тем не менее. Какие у вас сейчас отношения? Нормальные. Сегодня гоняли вместе с ним павлинов. Ничего себе. Просто павлины по улице проходили. Семья целая. Человек 10 павлинов. Я посмотрела на вас и подумала, а вдруг это возвращение любви? Нет. Дружеская, партнерская, может быть, любовь, но нет. Но он приехал поздравлять Геру с днем рождения. При этом ты знаешь, что он воюет на стороне Украины. Ну да. Как ты относишься к тому, что отец твоей дочери, возможно, кого-то этими же руками убил? Петя не занимается непосредственными убийствами. А если бы убил? Это война. Ты до этого всегда в интервью говорила о том, что ты максимально пацифистически настроенная, что твоя задача в том, чтобы никого не ненавидеть, и что ты против оружия. И вот 24-й год, и все не так. Ну, это как поп сказал, это как его там, Папа Римский, сказал о том, что Украине нужно сдаться, иметь мужество поднять белый флаг. Но это же ужасно просто. На тебя нападают, тебя насилуют, и ты должен поднять белый флаг, но нет, конечно. До какой крайней точки может идти война, если она не будет выиграна? Потому что последние 2 года все-таки это взаимное убийство друг друга. Но тебе бы что хотелось? Нарисовать границу на нынешних территориях? Ну, ты же понимаешь, что тогда Россия может продолжать нападать на Украину. Ну, мне бы хотелось, чтобы Америка и Европа дали Украине побольше оружия, чтобы действительно случился какой-то переломный ход в войне. А ты думаешь, что это возможно? Ну, если бы я была военным экспертом, то, наверное, я бы точно сказала. Но те люди, которым я доверяю и в медиа, и в личной жизни, мне говорят, что да, это возможно. Но как бы в моем отношении к войне мало что поменялось в том смысле, что я по-прежнему абсолютно бесполезный человек в военном деле. Единственное, что я могу сделать, это помочь контактами и деньгами. Ты собираешь деньги и на нужды ВСУ, и на нужды беженцев, и... Сейчас не собираю, я в начале войны собирала. Но именно и на нужды военных, и на нужды гражданских. У тебя не было никакой по этому поводу дилеммы? Ну, нет. Дилеммы нет, конечно. Я считаю, что если тебя бьют, ты должен давать в ответ. Говорит человек, который во время Нижегородского нападения подошел и после избиения обнял чувака с дубинкой. Я не думаю, честно говоря, что это нас привело куда-то особенно. Это нас привело туда, где мы сейчас. Потому что я думаю, что если бы у меня были навыки этому человеку въебать тогда, то, может быть, все сложилось бы иначе. То есть ты считаешь, что тогда ты была не права? Я думаю, что мы были наивны в том, что мы считали, что просто подставлением второй щеки можно пробудить какие-то этические импульсы в людях, которые на нас нападают. Включая Путина и всех людей, которые его поддерживают. Щелкнуло в 22-м году? Да. В 22-м. Прямо сразу, как только я узнала о том, что полномасштабное вторжение, да. Мы были с Герой на карнавале Марди-Гра в Новом Орлеане. У него были каникулы. Мы были при этом в шеренге
солдат, тусовка такая, вот этот вариант, типа, когда в Прайде ты наряжаешься в солдата, и мы такие, ой, что-то как-то не очень комфортно шагать внутри шеренги солдат, потому что знаю, что уже какие-то идут разговоры о том, что Россия может напасть на Украину. Мы не верили в это, как и, я думаю, что большинство людей нашего круга не верило. Тот редкий момент, когда американская военная разведка почему-то оказалась проницательнее, чем все абсолютно оппозиционное сообщество в России, которое считало, что на себя пиздец умным. И мы заглянули в телефон и просто осели в осадок и сидели на асфальте часик где-то, не понимали вообще, что делать, куда бежать. Вы с Герой самые близкие сейчас друзья? Ей 16 исполнилось. Очень часто женщинам, которые занимаются чем-то, кроме дома, говорят, что дети тебе твои этого не простят. Ты не проводишь с ними детство. Как Гера приняла твое 2-летнее отсутствие в тюрьме, твое отсутствие во время акции, вообще то, что ты занималась, в общем, далеко не только ею. Ну, слушай, пока она неплохо принимает. Мне кажется, это же история до конца наших жизней, и посмотрим, как наши дальше будут отношения развиваться. Я думаю, что Гера невероятно мудрый человек. И ей, конечно, тоже очень повезло, что у нас есть прекрасная бабушка. Твоя мама? Мама Пети. Да. Чудесный совершенно человек, который свою жизнь построила на служении детям. У нее детский театр в школе, а остальное время она преподает детишкам английский язык. И я знаю, что она хотела еще одного ребенка, у нее не получилось, она хотела именно девочку. Ну, с мальчиком это не очень получилось. Ну, вот надеялась, что с девочкой лучше будет. Но действительно лучше, поэтому в этом смысле у нас такой трайб, ну, не знаю, как раньше растили ребенка в общине. Вот у нас тоже такая община, никакая не нуклеарная семья, а более широкий круг. Поэтому в этом смысле у Геры 2 мамы. Не ревнуешь? Нет, конечно. Нет, я очень счастлива, что она есть. Потому что я же была ребенком, когда я Геру родила. Я беременела, мне было 17, родила 18. Я абсолютно ничего не понимала о жизни, и мне нужно было самой как-то еще расти, но при этом я оставила свой родительский дом, когда мне было 16. И такой водоворот, все еще чувствую, еще все-таки немного подросток, наверное, 18. Так что я думаю, что и Гере в этом смысле повезло, потому что я такой немножко более, permissive parent. Потому что у меня мама очень гиперконтролирующая, гиперопека. И, наверное, это тот человек, который не был готов видеть то, что я свой собственный человек, когда я росла. И она мне навязывала свои собственные виды на жизнь и говорила мне точно, что я должна сделать, и куда я должна пойти, где я должна учиться, где работать. И что я должна чувствовать. С кем должна общаться, с кем нет. У меня все пошло иначе, и поэтому Гере я разрешаю примерно все. Может стоять на голове. Ну, конечно, если это уже опасно, то нет. То есть для меня это физическая опасность, это вот граница. Но то, что у нас есть еще и прекрасная бабушка Вячеславовна, мне кажется, создала Геру той прекрасной героиней. Ну, серьезно, невероятно. Почему ее Герой назвали? В честь богини? В честь богини. Я хотела Вера или Варвара из-за своей бабушки, которую звали Вера/Варвара, потому что ее родители в детстве не знали, что это разные имена. Поэтому она росла и думала, что она Вера, потом ей сказали, что по паспорту она Варвара. Короче, у меня была такая версия, но со стороны Пети и Воротникова, которая тоже принимала участие, мне хотели что-то более изощренного, поэтому получилась Гера. А она сейчас, бабушка, живет с вами? Нет, она не с нами. Она живет в Москве? А как она живет, имея сына, который значится в России террористом, экстремистом и кем угодно? Невестку? Сложно. Я не думаю, что ей будет суперкомфортно, если я буду говорить об этом. Мне не хочется спровоцировать, чтобы там что-то произошло. У тебя сейчас сколько уголовных дел? На мне одно точное, а второе, по терроризму, висит где-то. Там были какие-то сливы с каких-то кремлевских помоек. Говорят, что там висит дело по терроризму за поддержку ВСУ. Там много лет. Учитывая то, что у тебя есть тюремный опыт, насколько тебя это угнетает? Не очень сильно это меня угнетает, наверное, на каком-то рациональном уровне, но, видимо, мои сны говорят о другом. Тебе снится тюрьма или тебе снится Мне арест? просто надоела тюрьма снится, она бесконечно мне снится. Мне сегодня я утром проснулась, и
Я не знала, что мне делать, то ли мне заснуть обратно, чтобы приснилось что-то хорошее, либо вставать и бежать. Но вставать тоже не хотелось, потому что очень было плохо. Прям такой неприятный сон про то, что при этом арестовали меня в Германии, почему-то в Берлине, по делу по 158 статье, которая на мне, собственно, сейчас открыта. Оскорбление чувств верующих, статья Пусирайт, которую ввели, когда нас уже посадили. И мне снилось прямо в подробностях, как меня задержали в Германии, как я общаюсь с Катей Самоцевич по этому поводу. Она говорит, ты же уже была готова к этому, ты хотела высказываться, значит, нужно нести ответственность за свои слова. Я говорю, это все равно так неприятно, потому что сейчас такие сроки дают. Мне сейчас 34, я выйду, не знаю, сколько мне будет, лет 60, и потом проснулась. А тюрьма снится как тюрьма? Тюрьма снится как тюрьма. Сегодня прямо снилось в подробностях. У меня сначала была неплохая камера, а потом на следующий день мне набили ее прямо как селедками людьми. И нужно было примерно как в советском плацкарте сидеть с людьми на шконках. Это во сне или наяву? Это во сне. У меня самое близкое к этому было в первые дни в следственном изоляторе номер 6 в Москве в Печатниках. Нас сначала определили в камеру на 40 человек, в которой было больше людей. Потому что там постоянно случается перенасыщение камер. И люди спят по очереди. Потом нас быстро оттуда вытащили в так называемые VIP-камеры, четырехместки. Потому что обычно, если они видят, что к людям ходит ОНК, тебя пытаются куда-то перевести. Тебе было 22 года, когда посадили, прошло 12 лет. Тебе тогда казалось, что этот опыт будет менее травматичным, потому что есть видео, где ты выходишь из тюрьмы, красивая, накрашенная. Когда я выхожу из Красноярской колонии? Да. И ты говоришь о том, что вот, значит, сейчас ты будешь много работать, у тебя есть планы. Да. Хорошее рабочее настроение. Это оказалось более травматично, чем ты предполагала. Так, ретроспективно смотря на все это, мне кажется, как раз мой отказ говорить о эмоциональном, потому что меня спрашивают, типа, нет, как ты себя чувствуешь? Я говорю, это вообще не обо мне, это политических заключенных, это не обо мне, я в хорошем рабочем настроении, давайте поговорим о том, что мы будем дальше делать. С тех пор прошло много лет терапии, там, разных видов терапии. Потом я в итоге поняла, что это тоже часть травмы, когда ты отказываешься говорить о том, что ты чувствуешь. И, естественно, я знала то, что я очень сильно была травмирована произошедшим, и, наверное, больше, чем многие. Я знала, что мне было это очень сложно, но мне не хотелось это показывать, я не хотела говорить об этом. Почему? Я думала, что сильные девочки не плачут. Настоящая женщина не показывает своих слез. И мне казалось, что если я покажу то, что им удалось нанести мне травму, то я даю какое-то удовольствие этим самым тому режиму, который меня посадил. Поэтому даже в наших видео с судов мы всегда улыбаемся. Даже если секунду до этого сидишь в конвойке, плачешь, потом ты выходишь на камеру, и ты такой всегда счастливый. Это абсолютно какие-то психопатические кадры в итоге. Нам дают срок наш 2 года, который на тот момент был большим сроком. Мы такие стоим, улыбаемся. Я думаю, что это здорово с точки зрения какого-то перформативного художественного высказывания, потому что ты показываешь другим людям, что ты не боишься. Я уверена, что и Алексей Навальный тоже какие-то моменты... Но Юлии Навальной приписывают вот эту фразу о том, что эти твари не увидят наших слез. Да. Это тоже про это? Да, конечно, да. А ты думаешь, что всегда можно контролировать свои эмоции? Или это суперскилл каких-то сильных женщин? Ей как-то удается. Ты просто выплакал все, что ты мог выплакать. Мне кажется, у нас было похоже тоже, да, когда вот нас приговаривали к нашему сроку, и до этого тоже много меня потом людей спрашивало, типа, что ты чувствуешь, как ты делаешь? И ты такой, все, отвали от меня, отстань, ничего не буду говорить. Типа, что вы чувствовали, когда вышли на акцию? Я ничего не чувствовала, когда я шла на акцию, потому что это уже до автоматизма все отработано, и я думаю, с речами так же. Ты просто знаешь, что вот есть какой-то момент, когда тебе нужно просто выстрелить как ракета, а потом все остальное время ты уже можешь как-то разбираться со своими эмоциями. И, честно говоря, со мной говорить об эмоциях, я только учусь их чувствовать, учусь их переживать и говорить о них. Сначала в детстве у нас это было не принято в Даме, а потом мне как-то бросило, или я сама себя бросила в активистскую среду, где тоже, мы же в основном шутим друг с другом, или, по крайней мере, я думаю, до полномасштабного вторжения в Украину мало кто говорил об эмоциях. Даже когда кого-то сажали, кого-то избивали, как-то вот люди, ладно, что ты куксишься? Окей, ладно, давай дальше, нужно работать. И вот это вот бесконечно нужно работать, и никогда не было времени разобраться с тем, что с тобой происходит. Когда ты поняла, что больше не вывозишь? Я до сих пор увожу в том смысле, что я не отказываюсь от активизма, искусства, продолжаю делать все то же самое, но в смысле эмоционального, что все, это больше невозможно, я поняла именно, когда меня отправили из Москвы в СИЗО, в колонию в Мордовии.
Знаешь, есть тоже видео, я его почему-то очень люблю. К тебе приезжает корреспондент федерального канала. Ты сидишь, и ты в заведомо более худшем по сравнению с ним положении. И ты там такая дерзкая. Ну а что еще остается? Ну, всегда можно сдаться. Они не увидят наших слез. Мне было очень сложно в первый месяц в колонии, потом я нашла силы в себе. Звучит, наверное, странно, да? Я действительно просто нашла статью Вацлава Гавела, которая пишет про силу бессильных. И про то, что король голый, и то, что если все вместе скажут. Потому что король голый, тогда каждому из нас не нужно будет совершать героический жест. Но я подумала, окей, хорошо, я буду тогда одним из этих людей, и, может быть, я запущу эту цепь. Люди скажут все вместе, что король голый, и тогда для всех нас это будет относительно небольшой ценой, а король умрет от стыда. Мне было очень сложно весь год. Я никогда не раздумывала о том, что я скажу персональные данные других людей, которые были со мной в храме. Ну, то есть это как бы просто невозможно, потому что это невозможно никогда. Но какие-то маленькие личные моменты, когда я сдавалась, были, безусловно. Потому что в какой-то момент я начала протестовать против условий содержания в колонии, и я написала просто заявление через своего адвоката в местную прокуратуру Дубравную, разобраться, почему заключенным с ВИЧом не дают терапии, почему слишком долгий рабочий день, 16 часов. А потом всей колонии отменили звонки родным, стали шмонать просто 3 раза в день. Забрали у нас все наши теплые вещи. Кого-то наказали тем, что они не могли есть свою еду, кого-то заставляли стоять на плацу в течение 5 часов. Ну и все это, мы сказали, все из-за Толоконникова. И тогда я пошла на попятную, сказала, что нет, все. Есть там еще одно какое-то интервью, где я сижу в кабинете начальника, и абсолютно как такое, знаешь, как вот Настя Ивлеева сейчас оправдывается, или там Лолита, и я такая же там сижу, говорю, нет, это классная колония, вообще мне нравится, вообще классное место, вообще идеально, всем советую. Да, было такое. А что ты чувствовала в этот момент? Чувствовала пустоту, боль и то, что меня сломали. И я думаю, что мои проблемы с большим депрессивным расстройством и посттравматическим расстройством именно из тех моментов в колонии растут. Потому что там начальник был, который говорит, что я сталинист, и мне кажется, он действительно всерьез изучал сталинский опыт того, как ломать людей, и как ломать, не оставляя на них следов удушья. Как ты думаешь, почему и каким образом Навальному удавалось, по крайней мере внешне, ни разу не сломаться в тюрьме? Ну, во-первых, он супергерой. Это действительно... И брат у него тоже такой супергерой. Это еще выяснилось, что и мама у них тоже супергероиня, поэтому это, видимо, что-то такое родовое. И я всегда смотрела на семью Навальных и думала, как же им так удалось просто, и удается, какими-то бесконечными обысками, уголовными делами. Брат сидел. Естественно, это было сложно. Алексею тоже. Не знаю, правда, люди сделанные стали. Но это же еще больше бесит систему, верно? Да. Когда я после того, как сломалась, через несколько месяцев я набрала силы обратно, мне очень помогла девочка одна, мы подружились с ней, и все думали, что мы встречаемся. Было так трогательно, мы всегда просто тусовались вместе и шептались друг с другом. Мы шептались про то, как я начну голодовку свою, и как напишу это открытое письмо, и как он дальше... Петя Верзилов и все на воле постараются его распространить, действительно поменять что-то в системе. И мы называли это пиром, вместо голодовки пир. И как-то с помощью юмора, мне кажется, с помощью юмора и любви, точно так же у Навального, я думаю, что юмор и любовь очень сильно помогают. У нас дружеская с ней любовь была, но мы действительно очень друг друга в тот момент поддержали. У нее тоже срок шел к концу, поэтому ей было особенно нечего терять. И она сказала, что она, если что, меня поддержит. Она говорит, если тебя там будут бить в тот момент, когда ты попадешь в камеру ШИЗО, пришли какой-нибудь знак, по дороге в травмпункт, там поставь такую вот марку на заборе, и я узнаю о том, что тебя избили, и тогда я тоже начну голодовку. И когда я заявила о своих намерениях начальнику колонии, конечно, он разозлился еще больше, потому что он уже понял, что это человек, который немножко в чем-то сломан, и что его, возможно, было как-то вот уже близко, победа была совсем близка, и тут он вырос опять. Когда заключенный решается на голодовку, на что он рассчитывает? На чудо Господне. То есть если эти люди сажают тебя по делу, которого нет, по преступлению, которого ты не совершал, почему они внезапно должны распереживаться, что ты умрешь? Да. Что ты умрешь? И я думаю, опыт советских заключенных, которые достаточно успешно голодали. Марченко умер. Марченко умер, собственно, в той же самой
тюремной больницы Барашева, где я оказалась во время своей голодовки. Я помню, к тому моменту мне уже было настолько плевать. Я не верила в то, что я выйду. Я понимала то, что ситуация сейчас настолько накалена между мной и начальством колонии, что если я не совершу чего-то радикального, то выхода из этого абсолютно нету. То есть ты жест отчаяния? Нет, в этом есть, конечно, рациональность. В том смысле, что чаще всего им все-таки скорее не хочется, чем хочется, чтобы известный политический заключенный умер у них в колонии. То есть если я думаю, что ты спросишь персонально начальника колонии, где сидел Навальный, то, скорее всего, он скорее скажет, мне это так просто лично спросишь, не на камеру. Он бы сказал, что мне эта головная боль абсолютно не нужна. И я не удивлюсь, если в итоге его обвинят в смерти Навального каким-то образом. Не долечил, не досмотрел что-нибудь еще. Но это торг такой с администрацией. Я пришла к начальнику колонии, к сталинисту своему, и говорю, что ты мне говоришь то, что я нахожусь полностью в твоей власти, то, что я могу быть кем-то, цитата, на свободе, но здесь я абсолютно никто, и я полностью в твоем распоряжении. Но ведь это не совсем так. Ты понимаешь, что если я напишу статью, дам интервью BBC о том, что ты здесь делаешь в этой колонии, при этом еще начну голодовку, то, слушай, чувак, тебе, честно говоря, легче будет просто действительно скостить в 7-часовой до 8-часового рабочего дня трудовой день и начать выдавать молоко и терапию ВИЧ-положительным. И он действительно задумался, в какой-то момент молоко стало появляться. Это было возможно 12 лет тому назад. Как ты думаешь, сейчас это сработает? Я думаю, сложнее. Но опять-таки надо понимать, что система не монолит, и там тоже есть какие-то внутренние договоренности и внутренняя динамика внутри колонии. То есть получается, что голодовка – это одно из немногих проявлений своей свободы, да? То есть единственная твоя свобода – это, например, свобода умереть. Да, в этом смысле, да. Но ты при этом должен внутри себя хотя бы на каком-то уровне понимать, что ты правда должен быть готов. Быть готов, да, потому что, и, конечно, естественно, ты не хочешь умереть. Естественно, вот этот шанс того, что ты доведешь до этого, ты допускаешь, допустим, 3%. Но если ты этого 3% не допустишь, то они поймут, что это блеф, и тебе не поверят просто. У тебя были мысли о самоубийстве в тюрьме? Мне кажется, это впервые в жизни, когда у меня появились реально суицидальные идеации. Они у меня с тех пор как-то проскакивают в голове, но я никогда прям вот официально на камеру заявлю, что у меня нет никакого реального желания себя убить, поэтому если я вдруг откуда-то спрыгну из окна, то это не я. А ты боишься, да, что такое может случиться? Не то, чтобы боюсь. Недавно, когда я шерила в социальных сетях какие-то свои психологические проблемы, вот эта вся толпа ботов в какой-то момент получила в своей методичке распоряжение призывать меня к самоубийству. Они говорили, что все же очевидно, что твоя жизнь не имеет уже никакого смысла, поэтому просто, не знаю, очисти землю и спрыгни с какого-нибудь здания. Тебе же будет лучше, и твоей дочери тоже, потому что она не будет страдать от такой матери. Я думаю, что с их стороны это скорее просто какая-то глупость. Я не думаю, что там, правда, сидит сейчас какое-то подразделение ФСБ, которое пытается довести меня до самоубийства. Но так, просто на всякий случай скажем. То есть у тебя первый раз мысли появились в колонии? Мне уже показалось, что я и так, в принципе, мертва. Меня довели просто до состояния такого замороженного тела, без каких-либо чувств. Я помню, приезжают родственники, приезжает Петя, и мне от этого еще горечи становится, потому что как будто мне напоминает про какую-то мою прошлую жизнь, которой у меня уже никогда не будет. И еще какая-то странная операция со мной случилась. Я почему-то не верила в то, что я выйду из колонии. И когда меня отправили на этап, у меня был долгий этап, 25 дней, по-моему, я была без какой-либо связи с родственниками. Это было сразу после моей голодовки, и все очень сильно испугались, потому что я просто пропала. А я была на этапе из Мордовии в Сибирь. Меня привезли в Красноярск, и у меня не было связи ни с родственниками, ни с адвокатами, вообще ни с кем из внешнего мира, поэтому у меня развилась какая-то страшная паранойя по поводу того, что сейчас вот точно добавят новый срок. Мы уже знали о том, что к Тарковскому прибавили новый срок. Об амнистии тогда серьезно еще речи не шла, которые освободили нас Ходорковского. И я помню, меня выгуливали в тюремном дворике, я просто с ужасом прислушивалась к радио «Милицейская волна», чтобы вот только бы не услышать своего имени о том, что на них завели еще какое-нибудь уголовное дело. В одном из интервью ты говорила о том, что в 2016-2018 году ты оказалась в абьюзивных отношениях. О чем речь? Мальчик симпатичный, высокий, моделька.
очень привлекательный и такой умеющий завлекать. Вроде как он слушает и внимательно относится к тебе, и творчеством с тобой занимается. С одной стороны, все классно, а потом постепенно появляются какие-то значки, что что-то не так. Мне кажется, абьюзеры умеют это делать интуитивно, потому что они, в общем, очень хорошо умеют читать людей, и они интуитивно знают, насколько можно тебя унизить, а потом обратно дать себе лавину любви, так что ты захочешь вернуться. И я пыталась от него уходить много раз, и были... А ты влюблена была прямо? Это не было такой вот, просто ответом Верзилову, который ушел от тебя, пока ты сидела в тюрьме? Не то, что ушел. Нет. Не ушел. Он всегда ходил налево. И ты к этому окей относилась? Как окей? Нет, рыдал по 3 дня подряд. Ну а что, ты рыдаешь, потом дальше возвращаешься. Вы же вместе и ребенок, и группа «Война», потом мы вместе работали над «Pussy Riot». Это достаточная причина, чтобы простить измену? Я никогда не думала о том, что то, что я чувствую, это вообще как-то важно. Для меня было важно то, что я делаю, и насколько я эффективно это делаю. То есть тебе нужно было быть отличницей? Это фактор важный тоже, конечно. Для меня... Я просто постановила, что вот есть моя работа, которая является смыслом моей жизни. И все то, что мне помогает этому, это хорошо. Но мы одолели с ним достаточно давно уже, и потом мы уже были просто, наверное, скорее такими сотрудниками. Partner in crime. Да. Я думаю, что еще очень многие замужние люди живут примерно так же, остаются в разных, кому-то удобно квартиры, кто-то не хочет детей, чтобы у них не было полноценной семьи, что они там говорят в этих случаях. Так что я бы не сказала, что Петя ушел. Нет, мы жили вместе еще после того, как я вышла из тюрьмы. Но было неприятно, конечно, потому что в квартире там прям кто-то жил, какая-то девушка, да, ты не брался при этом почему-то. Зачем ты оставляешь какое-то чужое женское белье? Это просто не очень круто. Но я опять-таки наступила себе на эмоцию и такая, окей, мы сейчас это проглотим, у нас есть более важные дела, мы вместе занимаемся медиазоной, зоной права, мы ездим вместе, выступаем в Европарламенте, и это более важно. И в 2016 году ты встречаешь вот этого молодого человека. У меня еще другие были пацанчики между... Я думаю, мальчик появился, потому что мне нужно было, чтобы меня кто-то обнял и просто приголубил, потому что у меня не было вообще просто ровным счетом никого, кто именно мне даст какое-то тепло. А он, как абьюзер, очень хорошо умел это делать, потому что они на этом и держат. Они тебе дают очень много тепла, а потом его у тебя забирают. И вот так называемая условная любовь или conditional love. А я к этому очень сильно привыкла, потому что это ровно то, что мне давала моя мама, и до сих пор дает. То есть, если ты хорошо получаешь хорошие оценки, то ты самая лучшая, классная. А если ты получила 4, то все, я тебя полностью отвергаю, и ты позор нашей семьи. И я думаю, что это, да, какая-то детская история, потому что мне казалось, что если мне нужно заработать любовь и что-то для нее делать, значит, это вот настоящая любовь, я что-то чувствую. А когда ты поняла, что это катастрофа? Когда я просто поняла, что я плохо себя чувствую с ним, мы ругаемся несколько раз в день, и у меня не было такого, что я искала отношения надолго. Я думала, что просто отношения — это что-то, что, не знаю, какая-то одна из сторон жизни. И у меня всегда была такая логика, что даже если эти отношения случаются там на 2 месяца, то это тоже классно, и я благодарна этому человеку. То, что мы разошлись, не означает, что отношения были неуспешными, это просто означает, что мы вот на эти 2 месяца друг с другом обменялись чем-то. Я поняла, что в какой-то момент это для меня не работает, потому что он начал запрещать мне общаться сначала с Петей. С Петей окей, ладно. Я поняла, хорошо, ладно, ты ревнуешь к Пете. Странно, да, потому что он отец моей дочери, и он в любом случае будет в моей жизни, наверное, навсегда. А потом дальше он начал ревновать к нашим общим друзьям. Потом он начал ревновать к моим родителям. И он меня обвинял в том, что когда я иду к родителям, я иду на самом деле на встречу с Петей. Если я с ним говорила, что вот сейчас Гера со мной, а потом после этого мне нужно отвезти ее к Пете, мы там встретимся с ним, не знаю, там на Краснопресненской, я ей передам. Он дико ревновал, просто несколько дней после этого со мной не разговаривал. То есть любое упоминание чего-то триггерного вызывало панику. Но при этом мы делали классную музыку, мне нравилось то, что мы делаем. Мы там работали над какими-то визуальными проектами тоже. С ним вместе? Да. Угу. Да, мы сделали
«Черные снежки» из этого вышло. И, наверное, что-то еще. 1937, где такой очень трек про пытки. Музыкант, получается. Да. Типичная для меня ситуация. Мы начали работать сначала, потом турили и дотурились. Я просто полностью про смешение работы и любви. И нынешний мой брак, он начался с работы. А влюбилась я в тот момент, когда он помог мне собрать $7 миллионов для Украины. Кто это? Это Джон. Он криптобой. Познакомились мы в Дискорде. Мы тусовались у нашего знакомого художника. И я просто добавляла всех подряд, потому что это у меня был такой момент, когда я изучала все про крипту. И я думала, как же применить ее в том, что я делаю и в искусстве, и в активизме. Я действительно достаточно закрытый человек, но в какие-то моменты, когда я что-то исследую, я выхожу из этой своей пещерки и просто вижусь с людьми. 5 раз в день назначаю себе какие-то встречи, спрашиваю, при этом без каких-либо романтических интенций. И он мне написал что-то про сатанистскую церковь в Америке. Типа пранкеры, в хорошем смысле слова. Они говорят о том, допустим, есть штаты в Америке, в которых запрещен аборт. И они говорят, наша организация зарегистрирована официально как религиозная, и это наш обряд, это наше право. Аборт – это то, что не подчиняется вашему секулярному закону, а то, что защищено правом нашим как религиозной организации. Ну и какое-то время это действительно работало. Ну или, по крайней мере, выдача этих быстррых пилюль на следующий день после порвавшегося презерватива. Мы с ним побеседовали об этом. Я такая, окей, хорошо, это какой-то криптобро, который при этом знает о репродуктивных правах и каких-то спасе вещах типа сатанинской церкви. Прикольно. Потом встретились, тоже поговорить про какие-то искусства, фандрейзинговые инициативы. И я убежала с того ужина, потому что он привел еще каких-то друзей. Это реально был такой wholesome, совершенно встреча криптолюдей. Люди мне эти не понравились, которых он привел. Я думаю, господи, что за дураки. Не собираюсь тут оставаться больше. Сказала, у меня звонок с Европой, и все, пока. А потом после этого мы продолжили общаться. Началось с того, что мы собрали 2 миллиона для того, чтобы покупать искусство, сделанное женщинами. И это был редкий человек, который не только говорил что-то, но и делал. И прям был готов действительно вкладывать свое время и знания, и ум, который у него достаточно экстраординарный, в наши проекты. А потом мне понравилось то, что он достаточно mean, такой, если ему кто-то не нравится, он ему об этом скажет. И мне это нравится. Потому что я всю жизнь свою пытаюсь избавиться от того, чтобы быть people pleaser. Я думаю, что тоже во мне что-то от отличницы. Мне хочется, чтобы меня все любили. Мне понравилось с ним то, что он достаточно откровенно может сказать людям, что он о них думает, если они что-то не так делают или чего-то не делают. А потом началась полномасштабная война в Украине, и я думала, что делать, потому что обычно в таких ситуациях мне нужно резко хвататься за что-то и что-то делать руками буквально. С убийством Навального было такое же. Мне нужно было непременно сразу же пойти и сделать акцию. Мы сделали с Джоном тоже акцию у посольства России в Берлине. И с полномасштабным вторжением мы придумали, что будет здорово продать NFT украинского флага, собрать со всех участников. Сложная схема. Короче, все скидываются вместе и делают ставку $7 миллионов. Но для того, чтобы выиграть этот аукцион, кто-то должен еще сверху поставить. И тогда мы пошли по каким-то нашим знакомым, у вас есть $7,5 миллионов для того, чтобы мы смогли эту собственную ставку перебить, чтобы эти деньги превратились в реальность. И он пошел взял какой-то криптолоун, взаим деньги каким-то образом. Он просто взял $7,5 миллионов откуда-то. Он не миллиардер, если что, у него их нет самостоятельно, но он это придумал, все сделал. И у нас действительно все получилось. И я такая, господи. А я в тот момент не встречалась, но спала с каким-то чуви, который был такой, вроде бы умный, но такой какой-то очень неопределенный.
И постоянно меня боялся. Он такой говорит, я очень сильно боюсь, что ты в меня влюбишься. Я говорю, кто ты такой вообще? Типа, успокойся, чувак. Все нормально, мне просто хочется трахаться. И в тот момент я поняла, что трахаться, мне кажется, больше хочется с Джоном, чем с тем чуваком. Но у него была девушка тогда. Так. Ну, как бы было известно, что у него были проблемы с девушкой. Так. Ну, потому что же мы были, типа, лучшими дружбанами, и я ему жаловалась про свою личную жизнь. И он такой говорит, что она, типа, очень контролирующая, и она к тебе ревнует, а в тот момент наревновать реально там было не к чему еще. Я такой говорю, о, господи, ну почему это наревнует? Но потом в итоге мы поняли, что действительно что-то не то происходит, и ревновать ей правда есть к чему, хотя все было абсолютно платонически, и мы просто, не знаю, ездили на какие-то бизнес-встречи вместе. Но было понятно, что есть какая-то взаимная искра. Нужно было просто уже в какой-то момент поговорить, и мне не хотелось ее обманывать в первую очередь, потому что у меня достаточно строго тут. Мне не хочется обманывать других женщин. Потому что ты была в этой шкуре. Я была в этой шкуре. И мы сделали все тайное явным для себя сначала, а потом он ей рассказал. И она съехала там, на следующий день. А что тебя больше вообще в мужчинах обычно привлекает? Ум, юмор, я не знаю, схожесть взглядов, возможность вместе работать? У меня вообще нету типа. У меня в какой-то момент был прекрасный аргентинский юноша, с которым мы вообще не говорили на одном языке. Но он просто был симпатичный. Но в нем была доброта. Наверное, тут такой хэштег «доброта». Для меня это важно. Ум в целом важен, но, опять-таки, было какое-то количество юношей, которые просто прекрасные, которые не попадали под это. Ну, то есть я думаю, что я, наверное, немножко Платон в этом смысле. Или Сократ. Ну, то есть мне нравятся такие прекрасные твинки. Но с ними, как правило, не получается выстроить каких-то долгосрочных и каких-то питающих друг к другу отношений. Потому что один оказался абьюзером. Я думаю, что это у него шло еще из-за того, что он был скрытым, ну и может и есть, собственно, скрытый бисексуал. И он пытался всячески в себе скрывать эту сторону. Подавить. Да. И это все выливалось в такую нарочитый контроль. И вот именно то, что называется fragile masculinity. А как это будет по-русски? Типа ранимая маскулинность. Угу. Ну, такая как у Путина немножко. Знаешь, маскулинность через контроль. Потому что ты не уверен в себе, в своей маскулинности, в корне, в основе своей. И поэтому ты пытаешься через контроль ее проявить. Вот у него это было примерно так. Он красил себе ногти черным лаком и носил женские трусы, но при этом стучал кулаком по столу и говорил, что я не позволю тебе ходить в этой блядской одежде, ты носишь слишком короткие шорты, и выходить после 9 часов вечера тебе нельзя. Ну, на секунду он был лет, наверное, на 7 младше, чем я. А как ты выскочила из этих отношений? Я физически убежала. Была сцена, как из фильма «Сияние» примерно. В какой-то момент я оказалась в ситуации, когда мы снимали дом в заснеженных полях России. И было страшно, потому что он, правда, кидался с ножом, мне нужно было закрывать дверь. Потом он приставлял лестницу к окну и практически залез в окно, и я прям перед лицом у него захлопывала окно. Потом я позвала своих друзей, и приехали друзья, только тогда он успокоился, и мне удалось как-то более-менее собрать вещи и уехать. Но при этом, наверное, большую часть вещей с ним я потеряла, потому что он их планомерно уничтожал. Все резал, забрызгивал краской, там, разрушал какие-то очень ценные вещи. Порвал паспорт или там порвал портрет мой, который нарисовал мне Олег Навальный. Вырывал просто с корнем, резал провода у принтера, интернет-кабель, разбивал мой компьютер. Ну, то есть это все абсолютно не шутки. Потом в какой-то момент я решила от него убраться в другое место, в другую страну физически, потому что мне было просто супер-мега некомфортно. Ну, то есть тот случай, когда тебе нужно просто обращаться в отделение полиции и говорить, что «а можете ли вы этого чувака держать от меня на расстоянии?» Ну, естественно, в России такая штука не действует. И он приехал за мной в другую страну, он представился другим человеком, он сказал, что вот я передал там через такого-то человека твои забытые вещи, можешь ли ты встретиться с ним и забрать? Я встретилась, это он, с цветами, с розами, с свечами. Я люблю тебя, я не могу, я умру без тебя, я спрыгну с самого высокого здания. Мы с тобой, это самая великая любовь. Иди нахуй просто, и все. И все. Ну, не спрыгнул, нормально живет. Больше никогда с ним не контактировала. Ну и хорошо.
Как Джон тебе сделал предложение? На Пикадилли Серкус в Лондоне есть экран. Настолько огромный, что немножко сгибается за угол. И на этом экране я показывала свою работу, и Джон подговорил человека, который показывал работу, чтобы после этого там появилось предложение. Это было как несколько фраз. Сначала типа wait, wait, wait. И потом после этого небольшая поэма, которую Джон написал для меня, о том, что я освещаю его темноту, потому что он тоже очень депрессивный человек. Он меня привел в мою нынешнюю ТМС-терапию. Он спросил, хочешь ли ты выйти за меня замуж? И по-русски, и по-английски. Это было супер трогательно. И после этого он встал на колено, все прям как в каких-то сказках. Я была очень ошарашена. Плакала? Ну нет, я же не умею показывать эмоции. Ну, Надь. Я потом после этого плакала. Я не умею на людях. Я упала на землю. Я упала прям на грязный асфальт и протянула ему руки для этого кольца. Он такой, господи, ну что, почему она упала? Ну, потому что, мне кажется, он все-таки немножко более классический человек, чем я в этом смысле. И, наверное, он подумал, господи, что за ебанутая башня, но все равно я ее люблю. И, ну, да, конечно, я сказала да. А потом, да, и там была рядом Марина Абрамович, которая стала нашей крестной / приемной матерью, потому что она сказала, что если вы хотите, и если ваши реальные биологические родители не против, типа, то я тогда буду вашей приемной матерью. Ну, то есть не на документах, но, типа, опекать вас, любить, там, не знаю, давать советы. Слушай, ну это все очень традиционная все-таки история. Ну да. Потом Джон об этом, оправдываясь в интервью, Нью-Йорк Таймс рассказывал то, что Надя столько всего пережила в своей жизни, что я решила дать ей что-то немножко такое традиционное, что-то такое понятное и очень милое и доброе. Ну и, наверное, это одна из вещей, которые меня очень сильно в нем привлекают. Но я не сказала, что он супер традиционный, но мы когда еще с ним были друзьями, я, значит, серийный моногам, но у меня, поскольку мне нужно бунтовать, разрушать нормы, все прочее, я там прочитала книжку, которую мы все, наверное, читали, а потом про какие-то ранние истории, где люди все вместе растили детей, никто не знал, чей это именно ребенок, поэтому все друг с другом ебались, никаких вопросов не возникало. И наоборот, это помогало. Там, типа, отец не знал, чей это ребенок, поэтому они все заботились о всем трайбе. Женщины ебались со всеми подряд, им как бы тоже было комфортно и хорошо. Все бабушки и дедушки растили вместе. И я вот всегда думала о том, что вот, ну, как бы в идеале, наверное, мне как-то примерно так жить, там, типа, полигамия. Но мне никогда не получалось это в реальности. И меня Джон как раз застал в тот момент, когда я пыталась у себя полигамию устроить. У меня всегда были любимчики. И у Джона тогда были, типа, просто эксклюзивные отношения с кем-то. И он мне говорил, что да, я верю там, в романтическую любовь, так гробы, все прочее. Я говорю, господи, какой-то лох просто. Просто лох. Даже невозможно. Все браки рушатся, потому что кто-то кому-то изменяет. И там единственный надежный брак, я ему рассказывала, это брак, в котором ты изначально в открытых отношениях, и потому что в какой-то момент тебе захочется с кем-то поебаться. Но это как бы просто вот... А мне кажется, это защита от того, чтобы тебе не стало больно. Ты типа такой боишься и говоришь, блин, у вас открытые отношения. Да, ну, я думаю, в моем случае это примерно так и есть, да. Потому что когда у нас дошло дело до отношений с Джоном, то мы не говорили про открытые отношения, ну, как бы никому не хотелось. Ну и как бы Джон настолько действительно охуенный человек, я думаю, что он мне действительно... А кольцо-то где? Не ношу кольцо, ну это... Он падает постоянно, туда мыло забивается. Это неудобно. Меня привлек тем, что он, ну, помимо того, что он умный, красивый и секси, он еще очень... как это? Ему можно доверять. Ну, то есть я знаю совершенно точно, что если я сяду на 10 лет, то за 10 лет он точно ни с кем никогда не переспит. Это важно. Он дождется. Любовь сильнее страха? Любовь точно сильнее страха, конечно. А есть ли что-то в жизни важнее любви? Да нет, наверное. Я раньше не думала, что любовь так важна. И раньше я не очень сильно думала о любви и не любви. Для меня это все было неважно. И я как-то скрывала сама от себя. И никогда никому не говорила, что я их люблю. А потом, чем больше я росла, чем когда я стану взрослой, я окончательно научусь любить. И для меня это, правда, такой процесс. И мне кажется, что я сейчас в очень хорошей для этого стадии. Мне кажется, у нас с Джоном получается.
Ну, потому что в конечном счете для кого ты делаешь все эти революции, или для кого ты ходишь на митинги, ну, не для того же, наверное, чтобы просто в ОМОНовцев с снежками покидать. А для чего? Чтобы у тебя была возможность любить, и чтобы твоим любимым было хорошо. Что Джон понимает про тебя в смысле того, что ты все-таки россиянка, что ты русская? Обычно они говорят, что вы совсем другие, а мы им говорим тоже, что вы совсем другие. Наши знакомые украинцы говорят Джону, что ты типа один из нас. У него есть какой-то небольшой совсем процент украинской крови, поэтому он такой в полушутку, в полусерьез говорит, что я понимаю украинцев. Не знаю, понимает ли он русских при этом. Я думаю, гораздо меньше. Потому что ему совершенно непонятно, например, он пытается разобраться, но такие вещи, типа, как, допустим, бесконечный срач в среде российской оппозиции, ему вообще непонятны. А тебе? Действительно, да, сложно с этим соотнестись. Но, по счастью, нас тогда посадили, поэтому в этом не принимали участие. Координационный совет российской оппозиции. Мы сначала занимались своими вещами, Пусирайт делали акции, а потом после этого нас посадили, поэтому мы тоже уже в момент срачи не принимали участие. Сложно, да, это понять. Так а Джон-то понимает русскую загадочную душу? Ну, вряд ли, наверное, русскую понимает. Прям такой проукраинский, и там прям украинский borderline, ассоциирующий себя, ну, хотя бы частично украинцем. Поэтому в этом смысле он больше вот там, но при этом, конечно, не считает, что хороший русский – это мертвый русский. Но критичность, конечно, разделяет. Когда у тебя случилась первая депрессия? Мордовия, первый месяц там. Я помню, я еще ехала в Мордовию, я была рада, потому что наконец-то что-то поменялось. Конечно, я была не рада сроку 2 лет, но 8 месяцев уже сидеть в СИЗО мне надоело, и сейчас что-то новое. Некоторые говорят, что вроде колонии сидеть проще, потому что там под открытым воздухом. Поэтому я была открыта к приключениям. И вообще у меня сильный приключенческий дух. Я думаю, что именно из-за него я сделала то, что я сделала, и мы создали Пусирайт, потому что прям вот очень хотелось куда-то в бурю борьбы. А первый раз, когда у меня этот дух сломался, это было именно в Мордовии. Я приехала туда такая радостная, говорю, что типа, все будет здорово, и нас все поддерживают. За нами действительно много людей, и очень достойных людей. И потом, когда я уже прибыла в саму колонию, поняла, насколько там все плохо, то, что на тебя действительно просто ездят и тебя убивают живьем 24/7. Сначала ты там идешь на промку, после этого тебя отправляют копать ров. Промка — это там, где вы шили? Да, потом ты идешь копать ров вокруг церкви, потом тебя отправляют колоть такой замерзший уголь ломом, потом после этого тебя отправляют еще на какие-нибудь хозработы. Господи, как это называется? Запретки. Запретки — это где-то по колено примерно или выше в каком-то говне, и ты должен вот это все вскапывать. И плюс какие-то бесконечные оскорбления и подставы со стороны администрации, и отказ в доступе к каким-то элементарным медицинским вещам, типа анальгина от головных болей, которые у меня развились из-за сидения за швейной машиной. Я поняла, что это правда какой-то полный пиздец, и что я абсолютно к этому не готова. И все, что я думала раньше о том, что я сильный человек, меня просто сдуло. И я сидела и думала о жертвенности. Я думала о том, что насколько важно действительно быть готовым собой там, в большом смысле слова пожертвовать ради своих взглядов. И что ты думала? Я думала очень по-библейски в тот момент. Я думала о том, что если Авраам решил, что он своего сына принесет Богу, недостаточно приносить телят и ягнят и голубей Богу для того, чтобы получить то, что ты хочешь. Нужно приносить жертву что-то, что тебе действительно дорого. Но Бог не взял его сына, это была проверка веры. Бог не взял тогда сына, но и меня он тоже не взял, а вот Навального, видишь, взял. Ты думаешь, Бог? Ну, не знаю, есть же система ценностей у людей, которые верят в Бога. Я не очень верю, я атеист, но я думаю, в той системе ценностей, конечно, многие себе именно так это объясняют. Навальный же верующий человек, насколько я знаю. Я думаю, что ему... Ну, слушай, это правда помогает. Потому что если у тебя есть какие-то высшие ценности, то тебе легче встретиться со страшным. Ну, как бы что страшнее, чем твоя собственная смерть. И тогда в колонии у тебя началась депрессия. Угу. Я только не знала, что она так называется. Я думала, что это апатия. У меня не было никакого инструментария для объяснения себе, что такое депрессия, потому что я из семьи, в которой вообще никогда не говорили про эмоции, их никак не проявляли. Я никогда не обнимала свою маму, а мама меня не обнимала, и с папой то же самое. Отчим мой единственный человек, который говорил про эмоции.
В этом смысле я обязана отчиму то, что я не выросла психопатом или социопатом. Мне просто казалось, что я полностью опустошена, и тогда я еще думала об этом в словах Агамбина про вот этого голого человека, как государство делает из тебя это голое тело, которым легко управлять. Я себе представляла таким полностью обезличенным телом, потому что у меня не было в тот момент уже никаких мыслей, и не было чувства идентичности. И мне казалось, что это просто из-за какой-то бесконечной монотонности дня, из-за того, что нет времени там сесть за книжкой, потому что обычно я как-то собираюсь как человек. У меня самоидентификация идет обычно через книжку, либо через компьютер, либо через записки какие-то. И я не мог там ничего, естественно, из этого всего сделать. Но потом я уже поняла то, что, наверное, действительно монотонность, но плюс еще депрессия. Я думаю, что если ты очень психологически стабильный человек, изначально как-то тебе повезло, или ты знаешь какие-то трюки, как тебе оставаться психологически стабильным даже в самых страшных ситуациях, Виктор Франкл писал об этом, то тогда, наверное, ты можешь сохранить эту идентичность. И мне кажется, что Навальному это отлично удается. Мне кажется, Яшину удается. Я не знаю лично Карамурзу, про него я в меньшей степени могу говорить, но, по крайней мере, из того, что он пишет, насколько адекватно реагирует на все происходящее, я думаю, что им удается. Твоя первая диагностированная депрессия когда случилась? Когда вот тебе уже сказали, да, Надя, у тебя депрессия? Конец 2014 года. Я освободилась в конце 2013 года по амнистии, 23 декабря. И мне было странно, я ничего абсолютно не чувствовала. Никому примерно, ни к себе, ни к людям вокруг. Я думала, что ж такое, я просто превратилась в какого-то зомби. И это было странно, но я подумала, что так уже много лет прошло, не знаю, как минимум 1,5 года, с тех пор, как у меня эта депрессия в своей активной фазе появилась, что я немножко уже и позабыла о том, что у меня были какие-то моменты в жизни, когда я действительно что-то чувствовала, что-то хотела, и как-то, правда, стремилась видеться с людьми, заводить новые контакты и придумывать новые действия. Но при этом у меня еще депрессия шла вместе с головными болями и болями в спине, поэтому через боли мне диагностировали депрессию, потому что я прошла через всех обычных докторов, которые меня просветили, говорят, нет, ты полностью здорова, у тебя нет никаких проблем с позвоночником, головной мозг чист, МРТ сделали, рентген, значит, психосоматика. Я говорю, какая же психосоматика, я же сильная девочка. А мне казалось, что я просто усилием воли могу остановить любую депрессию. И какая депрессия, это не про меня. Вот это ощущение в депрессии, когда тебе кажется, что ты просто теряешь время, и сейчас вот ты соберешься, вот завтра утром встанешь, нормально сделаешь зарядку, да, оно есть же. До какого-то момента есть. А потом что? Самое страшное — это просыпаться. Когда ты просыпаешься, понимаешь, что сегодня не лучше, чем вчера, а может быть еще хуже. Утро всегда самое страшное, потом в часов 12 приходит паническая атака, а потом же у нас все наложилось на то, что нас физически атаковали впервые. Это был 2014 год. Это Нижегородский Макдональдс? Был Нижегородский Макдональдс, были Сочи в феврале сразу же. И это было страшно. Но я неженка такая, господи. Я просто девочка-отличница, которая никогда из дома не выходила во двор. Да у нас двора-то не было, господи. Там просто была снежная гора. У меня было 2 подруги, с которыми мы сидели, читали Сартра. То есть мне не было такого, что я прям дрался с кем-то во дворах. Мне приходит просто кто-то въебывает нагайкой, спреем перцовым в глаза, больно, все сжигается. Потом просто кто-то с размаху кулаком по лицу. И это тоже как-то все добавило уже на физическом уровне страх, абсолютно неконтролируемый, о котором тоже не с кем было говорить, потому что у нас не очень было принято говорить об эмоциях. И если ты говорил что-то о своем волнении, страхе, то обычно нужно было сразу вывести это как-то на шутку. Потому что все подумают, что ты трусишка. Типа того, да. Я говорю, мне нужно, поехать в Киев просто, 2 недели, чтобы постоянно не смотреть назад, кто же ко мне подходит, потому что в метро просто было страшно. Ты идешь в толпе, и ты представляешь, что каждый человек, который идет, может сейчас тебя просто въебать кулаком по ебалу, и это будет больно. Но об этих страхах ты не мог ни с кем говорить. А в терапии ты когда оказалась? Достаточно поздно. То есть не в 2014 году? Нет, я тогда стала принимать антидепрессанты. Сама себя назначила? Нет. Меня назначила моя невролог. Но это тоже очень показательно, потому что я искала все возможные именно физические какие-то причины в себе. Да? Я говорю, нет, почему антидепрессанты? Но это действительно имеет смысл, потому что прописывается еще и от всякого рода неврологических болей, от иммунных заболеваний.
И действительно, да, она помогает. И я почитала, такая, ну окей, хорошо, если это правда вот от физической боли, потому что депрессия, ну точно не про меня. А потом меня въебало так, мне казалось, я никогда на тот момент не принимала наркотиков. Ну, когда траву курила, мне не понравилось. Но мне казалось, что вот по описанию вот именно MDMA должны действовать так. Я бегала по улице, дышала полной грудью и влюблялась во всех. И мне действительно было здорово. Потом немножко отпустила, потому что вначале всегда сильнее бьет. Ну и правда, антидепрессанты в этом смысле меня спасли. Сейчас как? Сижу на той же дозе, я не ращу ее. Проблема, твой организм привыкает, а врачи тебе говорят, ну, типа, ну, принимай больше тогда. Принимай больше. А потом ты понимаешь, что оно вот дорастешься, допустим, до 60 миллиграмм, или не знаю, сколько там максимально, допустим, 120. А потом дальше же тебе опять организм привыкнет. И я постановила себе, что зависимость у меня должна быть как можно меньше. Если меня посадят и поймут, то, что у меня есть антидепрессанты, скорее всего, это будет очень классным рычагом для них, для того, чтобы на меня воздействовать. И в этом смысле я просто отчаянно совершенно пыталась уйти с антидепрессантов. Я спрыгивала с них раз 10, но не получалось. Мой идеал был привести себя в то психологическое и физическое здоровье, при котором я могу попасть в тюрьму, и как бы мне там будет, ну, если некомфортно, то, по крайней мере, не мучительно. Не получилось. Ну, с антидепрессантами, правда, не получилось, нет. Каждый раз, когда с них спрыгиваешь, потом возвращаешься, тяжелый выход из них. И прям там существуют какие-то форумы, где люди обмениваются между собой своим опытом. И там люди говорят, что похоже на какую-то, не знаю, страшную степень ковида, когда тебя просто выламывает, и позвоночник болит, и ну, в общем, действительно страшные боли. А ты через это проходишь только для того, чтобы понять, что нет, у меня не получится. Расскажи про Норильск, своего детства. Каким он был? Это же довольно жуткий город, вот так вот, если просто подъехать, как я приезжала. Ты приезжала? Да. Что там делала? По работе приезжала. Это не то место, где мне хотелось остаться. Страшный Норильск. Я оттуда убежала в 16 лет и никогда не хочу возвращаться. Но недавно мне мой друг из Киева дал такое задание. Мы с ним познакомились давно, и как-то у нас бесконечная какая-то дружба с ним. Он мне спросил, говорит, для моего сына ты можешь объяснить про Норильск? Но это именно не с плохой точки зрения, какие-то твои позитивные моменты из того, что было из твоего детства в Норильске. А его сыну, не знаю, лет 10, наверное. И это было интересное задание, потому что я обычно рассказываю про Норильск что-то, ну, конечно, такое очень дистопическое, антиутопическое. Но там были классные моменты. Слушай, огромные горы снега. До 3, нет, серого, там, с какими-то черными вкраплениями. До 3-го этажа дома. И это очень классно, потому что ты там можешь построить свое царство. Ты можешь играть с сосульками. Ты можешь пытаться сохранить жизнь растениям в сентябре, потому что ты знаешь, что их сейчас завалит снегом, ты пытаешься такие теплички строить. Пытаешься помочь бездомным собакам, когда ты в начальной школе, потому что ты же понимаешь, что все замерзнут. Но я думаю, что в итоге они не замерзли, потому что они, скорее всего, скрылись под домами, потому что все же дома на сваях, и там тепло обычно в этом пространстве. Но я думала, что я построю сейчас в заброшенном гараже дом для собак. В какой-то момент я решила строить что-то типа иглу. Я изучила, как делать эти вот очень спрессованные кирпичи для иглу. И я почему-то думала, что, поскольку люди живут же, коренные народы в этих зданиях, то, соответственно, и собакам там тоже будет тепло. То есть мне тогда было лет 7-8. Естественно, это далеко все не очень продвинулось, но я таскала какие-то одеяла и продукты для того, чтобы строить этот шелтер для собак. То есть были там классные моменты. Но, да. И в целом, я думаю, что Норильск меня сложил такой, какая есть, в смысле того, что я очень интроспективная и такой ботаник, скорее. Но и в этом смысле это здорово, потому что мне нравится такая версия себя. А как твои родители там оказались? Моя бабушка попросилась на крайний север, на Сибири. И когда она закончила свое обучение, она говорит, я хочу ехать на крайний север. Угу. Там была организация ликвидация безграмотности. Это можно посмотреть с разных точек зрения на это достаточно колонизаторское мышление о том, что вот им нужна наша культура, и им нужно там приехать и показать фильмы, иначе они неграмотные. Они как бы без тебя там неплохо жили все это время. Но она имела в виду, конечно, все доброе, хорошее, вечное, и поехала им показывать фильмы. Перерезала оленьи упряжки, когда они собирались ехать за водкой. А там коренное население кто? Долгане, ненцы.
какое-то расстояние от Норильска, не знаю, как долго, но это не в городе. А город был построен на костях заключенных. Такой, знаешь, прям там чувствуются, какие-то призраки ходят по нему. Папа там остался до сих пор? Или он в Красноярске? Да. Красноярске. Да. С ним общаешься? Давно уже не общались. Но я узнаю о том, что с ним происходит через свою полусестренку. Но как-то, да, у меня исторически с мамой и с папой не очень все. С папой изначально все было классно, а потом как-то все не туда качнулось. Он стал очень, очень много от меня требовать, наверное, и психологически, и финансово. Я была к этому не готова. Я только освободилась из колонии, мне было 25. Ты собиралась его книжку издать? Папа почему-то уверовал, то, что если меня кто-то, если про меня пишут журналисты, то я смогу издать книжку. Ну вот, не издала книжку, он стал обижаться на это, и в какой-то момент у меня уже просто не было ресурса на то, чтобы все это поддерживать, потому что появилось слишком много этого резентмента, наверное, с его стороны, а потом уже и с моей, потому что у меня было какое-то состояние, мне просто не хватает сил для того, чтобы даже со своей депрессией и своей жизнью справиться, и я не могу просто... У меня нет, просто тупо нет ресурсов для того, чтобы еще исправить твою жизнь тоже. Но потом в какой-то момент я еще стала больше общаться со своей мамой. Ну, сейчас мы общаемся тоже, собственно. И чем больше я общалась с ней, тем больше я понимала, что это вообще какая-то очень сложная ситуация в нашей семье, потому что раньше я просто обожествляла своего папу и думала, что мама моя просто какой-то кошмар и деспот, и я ее там реально просто ненавидела в подростковом возрасте. А потом я стала ее рассматривать немножко уже больше как такого же человека, как я, и думала о том, как ее ранило, то, что там, папа ее не поддерживал, и то, как он не поддерживал и меня, когда я была маленькая. Ну, знаешь, просто такой момент, когда ты понимаешь, что травмы твоих родителей тоже не по их, не по их вине, и тебе нужно простить их за это. Мне мама говорила недавно, говорит, я тебе, конечно, не дала никакой теплоты, эмоций, любви, потому что мне тоже этого никто не дал. Это правда, что мы вот то первое поколение, которое к своим детям относится по-другому? Ну вот очень много дает тепла такого на уровне физического и меньше требует. Мне прям понадобилось было тоже учиться этому. Потому что у меня было очень интеллектуальное отношение к Керри. Я помню, что я даже говорила недавно, она была типа совсем ребенком, и я ей говорила, Гера, ну почему ты плачешь? Ну, ты же понимаешь, что это нерационально плакать. Гера такая мне говорит, я помню, это одно из моих первых воспоминаний. Я был просто ребенок, я не знаю, там обосрался, хотел, чтобы меня переодели. Ты мне говоришь, ну, Гера, ну что тут? И мне кажется, у меня был такой эскапизм в какие-то интеллектуальные выси, и я отрицала как свою телесность, так и телесность людей вокруг меня. И мне потребовалось время, очень много усилий для того, чтобы в него вернуться прям. То мне постоянно нужно себя доставать за косички из болота антителесности. А сейчас ты счастлива? Сейчас я возвращаюсь потихонечку. У меня главная задача работы над своими эмоциями — вернуться в ту бесшабашность и в ту бесконечность горизонтов, которая у меня была до того, как меня посадили в тюрьму. И я понимаю, что я немножко тут работаю против времени, но я думаю, что это реально. У меня больше инструментов теперь. Я думаю, что у Навального это было. Это именно ощущение безграничности горизонтов. А любовь может победить депрессию? Ну, не только любовь. Любовь, конечно, точно может помочь справиться с депрессией. И это очень важно. Но депрессия может разрушить любовь. И если ты никак не занимаешься депрессией, а просто уповаешь на любовь. Джон знает, что у тебя есть депрессия возвращающаяся? Ну, конечно. Мне посоветовал мой нынешний темастерапию, которую я уже 2 курса прошла. Это такая электромагнитная терапия. Которая воздействует сюда, да, как-то? Да. Очень помогает? Очень помогает, да, действительно очень здорово. То есть это не... Не с камнями вокруг тебя прыгают, вот да, с заклятиями, нет. Это медицинская, изученная подробно тема, и она очень давно существует, типа с годов 80-х уже. То есть это электромагнитное воздействие на какие-то зоны головного мозга, которые отвечают в итоге за радость. Да, это разные штуки, да. Это радость, и там есть и негативное воздействие на какие-то участки мозга. Помогает от интрузивных мыслей, от этой мысленной
жвачки, о том, что ты самый плохой. И удивительным образом каким-то это помогает еще и с твоей бесконечной самокритикой. То есть самокритика здорового человека – это хорошо, самокритика человека депрессивного – это ужасно. Потому что бы ты ни делал, в любом случае у тебя вот этот человечек, который тебе говорит, у тебя все равно ничего не получится. Зачем ты даже пытаешься? Джон, знаешь, что у тебя есть OnlyFans? Конечно. Минуточку, я подписала. Короче, я потратила 20-ку. Значит, открываю твой OnlyFans. И что я вижу? Да там толкаешь речь про Навального. То есть я все поддерживаю, не в OnlyFans же. А почему нет? Ты же искренне... то есть OnlyFans для меня – это место, где ты можешь близко пообщаться с людьми, которые тебя поддерживают. То есть не обязательно мы общаемся, но на темы там... Если ты оказалось, что это эротическое вообще подразделение интернета. Не обязательно? Нет, слушай, там есть какие-то шоу готовки тортов. Понятно, что по большей части это эротика. Так сложилось. Изначально задумывалась, и, в принципе, есть люди, которые так используют, не знаю, там выкладывают какую-то музыку неизданную, типа Патреона. Понятно, что там серьезная эротическая подоплека. Но достаточное количество людей туда приходит для того, чтобы поговорить со мной о политике. Я не отвечаю особенно сильно в Инстаграме. В OnlyFans отвечаю. А по поводу Навального я написала о том, что я приостанавливаю на какое-то время, потому что, когда вопрос выживания, мы не можем думать о сексе. Так устроены люди, понимаешь? Огромное количество людей мне говорят, что это ожиданно. Вот все в Америке мне всегда говорят, слушай, это же было очевидно. Для нас это вообще не было очевидно. А в Америке тебе американцы говорят, что... Американцы говорят, это же очевидно, что он, когда он поехал туда, мы все знали, что его убьют в конце концов. И это был второй раз, когда, я говорила до этого, когда американская разведка сказала о том, что Россия сейчас, правда, нападет на Украину. И я тоже тогда такая, тупые американцы. И сейчас тоже мне говорили, точно Путин убьет Навального. Я говорю, да нет. Я не думаю, что он прям вот так на это пойдет. И в очередной раз они оказались правы, поэтому я уже немножко как-то... У меня вопрос к своему суждению. Мне кажется, что Навальный для очень многих людей был лучшей версией их, да, это лучшая версия меня. Он сидит в тюрьме и не боится Путина. Он не боится приехать в Россию, и он не боится говорить то, что он думает. У него потрясающая семья, у него красивая жена, которая его любит, и не бросила за все это время, у него потрясающие дети и так далее. И вместе со смертью Навального в каждом из нас что-то в этом смысле умерло. Что-то кончилось, что-то, что больше никогда не возродится. А что умерло в тебе? Во мне умерло чувство старшего брата, такого бро, который придет и все починит. Я думаю, у многих было такое очень семейное отношение. Помню, когда я вышла из колонии, я чувствовала, что... тогда действительно очень многие люди смотрели на нас, и что мы скажем, а я же никогда не определяла себя как политик, художник политический или просто художник. И в этом смысле мне было очень сложно нести это бремя. И я смотрела на то, как Навальный уже тогда вел себя в этом отношении. То, что бы ни произошло, вот комментарий от Навального, и если что-то можно сделать, то Навальный нам скажет, что сделать. Будет ли это лучшим решением? Не обязательно, нет, но он точно всегда взвесив все. Мы знаем, что у него хорошая команда, у него хорошие советники. И действительно, он-то не из жопы достанет, а правда взвесит все за и против и скажет, как лучше. Изобретет умное голосование. А тебе останется только, не знаю, либо прислать донат, либо прийти на акцию, либо поставить галочку. В этом смысле родилась ответственность, потому что ты понимаешь, что ты единственный взрослый в комнате. После тюрьмы, когда вы поехали в большой мировой тур, вы встречались с звездами, о которых прежде можно было даже не мечтать, что вы их когда-нибудь увидите. От Мадонны до Обамы, от участия в «Карточном домике» до Бонна и так далее. Но потом как-то это сошло на нет. И у меня возникло ощущение, что вы поиграли, не знаю, как кубик Рубика. Конечно. И забыли. Слушай, мне кажется, это нормально, потому что мы же были тогда просто на всех первых полосах газеты. Конечно, с такими людьми хотят разговаривать. Потом, как вы не сидите. Вы точно взяли оттуда все возможности, которые у вас были? Да нет, конечно. Я вообще была не в себе абсолютно. Я даже карточки не собирала. Мне кто-нибудь, не знаю, какой
Саманта Пауэр дает карточку, я ее просто выкидываю, такая к чертям собачьим. Сейчас я просто пытаюсь вернуться к каким-то контактам и наладить их опять, не знаю. Там мне нужна была британская виза, мне как-то долго не давали. Мы выступали в британском парламенте. Естественно, у меня какие-то должны быть контакты, но я просто настолько была не в себе, что мне не сохранилось вообще ничего. А зачем вы поехали в этот тур? Собрать деньги на медиазону. Собрали? Конечно. Где-то около миллиона, наверное. А это достаточно? Слушай, не знаю. Вот одно того Я не стоило? занималась тогда денежными вопросами. Я думаю, что я начала именно как-то всерьез заниматься гораздо позже. Ну, в смысле, вообще как-то обращаться с деньгами. У меня в тот момент было такое, что я вообще не хочу не иметь никакого отношения к деньгам. Поэтому я даю просто 99% того, что я зарабатываю. А достаточно ли это было для медиазоны? Ну, достаточно, конечно, это отлично. Что-то из этого оказалось по-настоящему полезным? Бонан до сих пор рядом. То есть это уже можно назвать отношением, это дружба, партнерство. Дружба, Бо Вильяман из «Карточного домика». Хороший товарищ. Сначала мы познакомились на конференции PEN, и там было очень скучно. И мы болтали с каким-то чуваком, который оказался Бо. И мы дружим до сих пор. И сейчас я принимаю участие в создании сериала, который основан каким-то образом на моей жизни. Угу. И Бо тоже помогает. Это life story вот это. Угу. А ты продала уже право? Нет, есть shopping agreement. Ну, такая тема, которая, в принципе, ни к чему не обязывает. Ты даешь студии право питчить это там в течение 6 месяцев, потом все права возвращаются тебе. Если бы ты сформулировала сейчас, о чем твоя жизнь? Мечтать и притворять свои мечты в действительность. Без страха о том, что будет дальше? Я думаю, это можно добавить как подзаголовок, но я человек, вот если измерять людей по страхам, у меня страха достаточно много. Ну, есть Пейс Верзилов, есть Маша Лехина. Если каких-то ближайших брать в них, реально абсолютно ебанутые и бесстрашные. У меня гораздо больше страхов, но мне кажется, это дает мне какую-то стратегическую уверенность, что ли. Я помню, мы с Машей говорили по поводу наших стратегий в колонии, потому что она сразу просто всех послала нахуй и сказала, что, не знаю, работать не буду, давайте платки теплые, все просто. Я вертела вот реально на хую. Я же вначале то такую стратегию выбрала, то другую, то я пишу заявление, то это заявление забираю. Нет, у меня была, конечно, очень сложная зона, потому что Мордовия — это действительно исторические зоны для политзаключенных, и туда посылают людей, которых хотят сломать. Поэтому действительно условия, может быть, были неравные, но было много моментов, когда во мне побеждал страх. Но потом именно в силу того, что я понимаю, что я несовершенная, и то, что мне этот страх нужно преодолеть для того, чтобы быть эффективной, я выстраиваю эту нереальную совершенно стратегию. Ну, то есть, не знаю, создаю «Пусирайт», где мы предстаем такими супергероинями, которые вообще ничего не боятся. Либо пишу, начинаю голодовку и пишу такое подробное письмо. И потом Маша меня спрашивала, как так вышло вообще, как у тебя настолько все четко разложено по полочкам? Ты же знаешь, что у меня очень ограниченное количество ресурса, и этот ресурс нужно использовать, просто взять небольшое количество пороха и выстрелить максимально четко и метко. С Машей вы сейчас общаетесь? Общаемся. А с Катей Самуцевич вы общаетесь? Общаемся, но меньше гораздо. Ну, то есть этот контакт все-таки не был разорван? Когда ты выбрала Петю, а не ее, чтобы он приходил к тебе в тюрьму? Да, тогда мне было не очень понятно ее. Ну, то есть это было такое очень антагонистическое поведение, прям неприятное. В смысле, как ты можешь вообще перед таким выбором ставить человека, который находится в явно неравных с собой условиях. Когда я вышла, я из этого неприятия, травмированности и обиды, и непонимания не сделала первый шаг. А потом уже многие годы спустя я сделала. Я знаю примерно, чем она занимается. В России нет? В России. Она говорит, что мне не доверяет. Не знаю, чему именно. Но я думаю, чтобы больше доверия заслужить и у нее, и всех людей, других людей, которые шли со мной по этому пути, Пусирайт, я в последнее время гораздо четче провожу границы между Надей Толоконниковой и Пусирайт. И все чаще то, что я делаю, я называю именно для четкости Надей Толоконниковой. Когда ты ехала в Москву для того, чтобы
заняться перформанс-искусством. Как ты себе представляешь, для чего это вообще искусство существует? Для очень многих людей это вопрос, вот этот акционизм, вот вы в храме спели, в музее потрахались, там еще что-то. А зачем? Ну вот там, например, ты смотришь на картину Рафаэля, ну это красиво. Мне кажется, это тоже красиво было. Да, иногда очень прям красиво. Мои любимые фотки с Красной площади. Денис Синьков офигенные фотки сделал. Ну, прям смотрите, балаклавы, платья. Просто как возобновление Крестьян Малевича. Только в 2012 году. Да, эстетическая сфера для меня важна. Для чего лично, если... Для того, чтобы расширить границы возможного, наверное. Потому что я росла в очень, не сказать консервативной, но достаточно... в контролируемой среде, потому что мама меня очень контролировала все, что я делала. И поэтому, когда я выбралась оттуда, я... еще пока я жила с ней, наверное, да, я увидела, что перформанс — это такая возможность жить нетипично. То есть это форма бунта? Это форма проживания жизни просто. То есть вся жизнь как произведение искусства. Потому что я, когда подрастала, у меня были, конечно, вопросы, как и у многих подростков, наверное, типа, зачем я вообще, зачем я живу, там, какой смысл жизни. И у меня было очень много вокруг меня суицидальных людей. Моя подружка лучшая была очень с сильными суицидальными мыслями. И мы часто с ней об этом говорили. Она говорит, я хочу забраться на вот это здание рядом, девятиэтажку, заброшенную рядом с мечетью, и просто спрыгнуть с нее, потому что, в чем смысл? Я говорю, это ощущение конечности жизни, оно может тебя подтолкнуть и к другому, потому что, вот я могу спрыгнуть с девятиэтажки, либо я могу просто проживать свою жизнь как эксперимент. И я эту идею, мне кажется, привела на какой-то момент, но потом, когда ей было 27, она все-таки спрыгнула. На тот момент уже с ней почти не общались, и мне написали наши общие знакомые. Говорю, да, она все-таки спрыгнула. Не выдержала. Акционизмом можно изменить мир в лучшую сторону? Или только себя? Нет, через то, что ты другим людям показываешь, то, что есть возможность проживать жизнь немножко иначе. Я всегда хотела быть самым меньшинством из меньшинств, но чтобы у этого меньшинства были права. Я никогда не хотела быть большинством или популистом. Мне всегда было больно. Или популярной. Да, помню, когда мы шли в храм, Петя Верзилов кричал то, что Алексею Навальному это не понравится. Я говорю, иди тогда, не знаю, и работай с Навальным. Что ты с нами делаешь, если ты хочешь непосредственно именно Навальному понравиться? А почему Алексею Навальному это не понравится? Потому что он православный. Потому что это традиционная семья, и он всегда говорил о том, что он православный человек. Потом, когда мы пошли в храм, ему действительно это не понравилось. Он уже написал, что это какие-то глупые девки. Не надо их сажать, но акции глупые, девки глупые. Да, мы тогда много ругались по этому поводу, как раз потому, что я говорю, что мне важно защитить и представить радикальное меньшинство. И в идеале, в моей какой-то идеальной России, когда мы были бы все в парламенте, скорее всего, я была бы в какой-то маленькой партии каких-нибудь феминисток и пиратов или что-нибудь еще вроде этого. И, наверное, орала бы с трибуны на Алексея Навального, который был при этом популистом, и наверняка у него было, 80%. А у меня было бы может быть, треть процента поддержки в России. Мне это окей, и мне это абсолютно устраивает, поэтому мне всегда было комфортно делать какие-то прям очень-очень нестандартные вещи. Такая попытка действительно просто показать человеку, что, слушай, я могу сделать вот так и так, и и я окей. Поэтому, когда меня посадили в тюрьму, у меня случился взрыв шаблона, потому что у нас вдруг не было все окей. Потому что мне хотелось показать, что мы можем забраться высветить череп и кости на Белый дом Российской Федерации, пробежать по территории, перепрыгнуть через забор, и все будет окей. Мы можем провести пир в метро, охуеть просто, по Кольцевой проехаться, читать стихи, пить водку. И целовать ОМОНовцев. Целовать ментов, женщин, да. Тогда еще такое время было, тогда все хотели убивать ментов. Потому что когда случился Евсюков, там все жгли полицейские тачки, и в этом смысле нас, наоборот, критиковали за то, что мы были слишком нежными, слишком нерадикальными. У нас же тогда случился раскол с войной, и другая часть войны, Воротников и Козленок говорили, что вообще просто подстилки, ментов нужно пиздить, их нельзя целовать. И ощущение искусства как что-то, что позволяет тебе быть немного иным, это то, что во мне очень рано вызвали два человека, это Пригов и Сорокин. И когда приехал Пригов
Норильск, я посмотрела, вот можно, оказывается, так, можно Пушкина читать вот так, на разные манеры, и это будет окей. И тебе никто после этого не поставит двойку, тебя не выгонит. Но я думаю, что для меня персонально просто это как для отличницы было очень важно. Я встречала достаточно большое количество людей, которые уже после нашего процесса и освобождения говорили, что посирать было круто, потому что действительно нам показали, что можно и так. И там, не знаю, первый свой опыт политического протеста я поимела именно после того, как вы, ребята, показали. Что сейчас ты можешь акционизмом добиться? Нет же правил, просто делаешь то, что тебе нравится. Мне, в принципе, нравится работать с перформансом. Ну, я и с музыкой тоже работала. Я думаю, что я просто язык этот знаю. А почему я им стала заниматься? Наверное, ответ очень прост. Просто потому, что у нас традиция есть очень хорошая в Советского Союза, потом московский акционизм. И это действительно все было классно. Как политическое искусство. Ну, не знаю, там есть Кит Харинг, который говорил в своих работах про ВИЧ, про эпидемию ВИЧа. Есть Пикассо и Герника, есть искусство, которое выступает на политические темы. Но просто есть вот жанр, есть высказывание. Почему война называлась войной? Тогда, когда еще об этом речи не шло. Все случайно получилось. Нас позвали на выставку «Военные действия», которая просто была 23 февраля. И как-то с этого начали. Ну а так это была война против художественных институций и политического режима. Тогда казалось, что это имеет смысл, а теперь нужно многое объяснять, когда ты говоришь, что это группа «Война». Это хорошая была история? Я думаю, что она меня научила многому. Для меня это было что-то типа школы. То есть у меня был университет, философский факультет и война. И мне кажется, поскольку я в целом очень люблю сочетать теорию и практику, для меня очень важно было побыть с войной. Но в какой-то момент из ползунков нужно было вырасти. Там было много сексизма, ну и там прям откровенной мизогинии. Ну и какие-то тенденции уже стали начинаться именно со стороны Воротникова и Козленко, которые мне не нравились. В тот момент они уже стали идти на эскалацию, которая в итоге выразилась в том, что они сжигали машины ментов, и потом пришлось убираться из России из-за этого. То есть они перешли от искусства и от теории к действию и насилию, к тому, что тебе тогда казалось неприемлемым. Насилие против имущества я не считаю насилием. Мне казалось неприемлемым то, что ты даешь возможность ментам тебя посадить. Но в итоге я оказалась тоже не права, потому что именно с символическими действиями нас тоже посадили. Но мне кажется, наша история прозвучала громко, ровно потому, что мы не обливали ментов мочой и не жгли полицейские тачки. То есть это было очень чистое символическое действие, за которое дали двушечку. Что ты чувствуешь по поводу того, что ты, наверное, больше никогда не приедешь в Россию? Я очень долго отказывалась верить в то, что так вот все будет. Но поэтому я и оказалась тоже где-то вот посреди мира с российским паспортом, хотя были возможности, в принципе, уехать куда-то раньше и как-то там подсуетиться, получить какой-то другой. Но я никогда этого не делала, потому что у меня просто на каком-то физиологическом уровне было нет. Типа я вот человек из России, мне нравится моя культура, мой язык. Язык очень важен был. Потому что то, что мы делали, и акционизм, и потом и музыка, и какие-то художественные, визуальные работы, тоже все были очень основаны на языке. И поэтому я говорю, я просто приеду куда-то и буду как слон в посудной лавке, не смогу ничего выразить. Ну и плюс, не знаю, странно, наверное, уже было поздно в каком-то смысле, потому что, типа, окей, переехать как подросток, а когда ты уже сформировался и начал свою работу в очень определенном формате и жанре, в очень определенной географической зоне, наверное, сложно перестраиваться потом. Ну и правда очень сложно. А домой хочется? Ну, смотря что называть домом, наверное, Москва скорее, да. Я вообще такой очень без корней, номадический в этом смысле человек, потому что я переехала в 16 лет из Сибири в Москву, поэтому и вроде бы Сибирь у меня дом, я и по ней скучаю, и по Москве тоже. Ну а с Москвой у меня вообще какие-то просто отношения как с прекрасной дамой. Ну это как у Блока с Любочкой, ну типа ты ставишь на пьедестал, но при этом ебать не можешь. Я очень люблю Москву, но при этом мне повезло, что я видела ее через окно автозака. Мне повезло, потому что я тогда поняла, что значит видеть Москву через какую-нибудь щель в воронке. И я тогда очень сильно как-то, опять-таки, физиологически почувствовала связь времен с
в сталинским временем большого террора. И я поняла ту Москву, и я ее увидела. Потому что раньше мне... тоже была прекрасна в визуальном смысле? Да, я раньше этого не чувствовала совершенно, потому что у меня там любимые здания были сталинки и вот эти вот 7 башен сталинские, 7 высоток. А потом, когда я уже их увидела через окно автозака, я поняла, что это построено на крови, но ты этого не чувствуешь. Потом я правда это поняла. И поняла связь времен и об истории, и почему нужно учить историю. А то, что ты не можешь приехать, потому что тебя посадят в тюрьму, с одной стороны, а с другой стороны, все люди, которые так или иначе боролись за эту Россию прекрасную будущего, сидят в тюрьме. Ты не готова еще раз в тюрьму? Ну, я не смогу уже больше. Я не смогу, я никогда себя не смогла довести до того состояния. Да. Меня колбасит невероятно, потому что единственные люди, которые мне дают надежду и веру в эту прекрасную Россию будущего, ТМ, действительно, как ты сказала, либо сидят в тюрьме, либо убиты, либо разбросаны по всему миру. И многие достаточно в серьезной, либо депрессии, либо просто непонимании, как двигаться и что делать дальше. И в этом смысле, да, я скучаю. Даже время безопасности пусирает совпало еще со временем больших протестов по всей России. Поэтому я думаю, что одно наслоилось на другое, и это действительно какое-то, наверное, самое близкое приближение к той прекрасной России будущего. Классной, креативной, либеральной, революция кряклов, как нас называли. Но действительно было бы, мне кажется, гораздо более приятно жить в России, если бы тогда той партии людей, которая вышла, удалось что-то больше завоевать. Почему у вас не получилось, как ты думаешь? Ну, если спросить меня того года, 11-го, то у меня был бы четкий ответ. У меня был бы ответ в том, что нужно собраться на площади, отказываться, расходиться, пока что-то не поменяется. Так было в 2011 году на Болотной. Все равно разошлись. Разошлись, да. Ну, как вот Путин смотрит постоянно на Майдан, такой говорит, только бы у нас не было как на Майдане. Я смотрю на Майдан и думаю, только бы у нас было как на Майдане. Ну, то есть, если правда были люди, которые на всех уровнях, там, от уровня потом построить палатку, раздать еду, налить чай, выйти с битой, защитить свою революцию. У меня, да, были такие фантазии, я надеялась, что это возможно. И я помню, тогда для меня очень значимо было различие между выходом на площадь Болотную и площадь Революции. И это звучит немножко смешно и по-детски, но, в принципе, мне было тогда 21 год. И я кричала, что нужно выходить именно на площадь Революции, потому что это ближе к Кремлю, и это нелегально, и именно нелегальные акции протеста приведут нас к чему-то. Потому что если вы просто выходите, не знаю, поставить в какой-то гайд-парке, 2 часа потом расходитесь, то, да, это мило, классно, вы друг друга видите, в этом есть, безусловно, какая-то политическая значимость, но именно смена режима не удастся. Я помню, тогда еще спикеры многие были очень осторожны по поводу слова «революция». То есть это, правда, было ключевым словом. И я думаю, что во многом, конечно, это из-за страшного наследия революции 17-го года. Никто не хочет этих аллюзий. Парфенов и Быков, и другие спикеры говорили именно о том, что они хотят реформ. Потом другие люди очень сложно переходили от критики выборов к критике непосредственно Путина. Многие не хотели говорить о том, что да, это против системы, да, это против Путина. Но всегда было вот это вот ядро, которое кричало «Путин, лжи, Магадан», и кричало о том, что Путин вор. Вот я всегда была с ними, мы пытались прорваться к Кремлю, но сколько у нас было, не знаю, 1002 в лучшем случае. На всю страну? Не, Москва. Я не особенно занималась протестным туризмом. Однажды только на марш несогласных мы приехали в 2007 году. Это был один из моих первых митингов вообще, марш несогласных в России. Мы прыгнули на поезд и поехали в Питер. При этом на каких-то электричках ехали на перекладных, потому что выцепляли уже тогда эшники и опера людей, которые занимались протестным туризмом, ехали протестовать на следующий день в Питер. Но тогда было классное впечатление. В Питере были очень-очень боевые люди, гораздо более боевые, чем в Москве тогда, в 2007 году. И какие-то прекрасные были билетерши в трамваях, я помню. У нас тогда не было вообще абсолютно никаких денег. Мы ездили всегда везде бесплатно. И периодически попадали просто в ситуацию, когда тебе говорят «выходи». И мы говорим: нет, мы едем на марш несогласных. Они такие: тогда, господи, детоньки мои, с удовольствием, конечно, пожалуйста. Это было здорово. Не так давно ты попала под знаменитых российских пранкеров Вована и Лексуса. Как это
вышло? Написали, говорят, хочешь помочь Украине? Я говорю, конечно, хочу. Это моя главная мечта, задача и смысл моей жизни. Ну и да, попалась. А все твои там какие-то соображения безопасности, какие-то предосторожности, они вообще не сработали? Ой, господи, если бы я еще как-то думала чаще, было бы проще. Да, но нет. Были люди, у которых можно было проверить, это правда или нет, но я просто поверила, потому что хотелось верить. Ты назвала там довольно большое количество имен. Ты поговорила про артистов, про таких, про сяких, кто помогает, кто не помогает. Это кому-то навредило? Нет. И никто не в претензии к тебе? Считаешь ли ты, что пранкеры – это тоже акционисты своего рода? Нет, не считаю. Считаю, что они говноеды. То есть реально для меня поддержка Украины – это одно из таких их соломинок, за которые я держусь. Мне кажется, правда кажется, что... Мне кажется, я убеждена, что Россия превратилась в государство-террориста, и моя задача – помочь Украине выиграть или, по крайней мере, достойно себя держать в этой схватке. И для меня, как и для человека из России, естественно, всегда было сложно найти способ поддержки. Конечно, у меня есть достаточно неплохая сеть людей публичных, которые тоже могли бы поддержать. Но, естественно, такая ситуация, что политически просто это и не нужно, и невыгодно. И тут они представили это все, что вот там сам Зеленский хочет это поменять. И мне всегда казалось, что это было бы круто политически, если бы гораздо больше вовлекали четко россиян, которые против войны, и их вовлекали бы в какой-то диалог с украинскими людьми. Мне люди, которые ближе к Украине, говорили, что это вообще невозможно, потому что этого не будет никогда, потому что никогда, просто и точка. Я говорю, наверное, это можно как-то исправить. И я знаю, что, правда, есть артисты, которые поддержали изначально Украину, а потом стали делать это меньше, просто потому что они получили по шапке и со стороны России, и со стороны Украины за то, что они поддержали Украину. И как один из представителей художественного сообщества, мне хотелось верить в то, что это правда, что можно поменять. Как в детстве, наверное, когда у тебя лопается шарик или падает в лужу мороженое, ты понимаешь, что это была просто мечта, которая пока неосуществима. Когда я верила в то, что это правда, те короткие дни были одними из самых счастливых дней за мои последние несколько лет. И потом с этого всего, когда я поняла, что это неправда... А они с какой вот интенцией вышли к тебе? Привет, Надя. Мы хотим устроить концерт артистов из России в поддержку Украины. И мы хотим, чтобы ты нам в этом помогла. И это, я не знаю, что это какие-то происки спецслужб, или просто я действительно настолько простая, что мои мечты, все и чаяния просто вот написаны публично везде. А это действительно моя сила, мне кажется, объединять российское культурное сообщество и убеждать их в том, что можно и нужно и важно противостоять Путину. А ты вообще думаешь, что хотя бы какой-то диалог между Россией и Украиной в обозримом будущем возможен? На государственном уровне Зеленский много раз говорил, что с Путиным он не хочет вести диалог. Сейчас не про Путина, мы сейчас просто про людей. Про людей. На уровне человеческом очень же много взаимодействия. В смысле, просто россияне и украинцы, они по-прежнему общаются. И дружбы некоторые это разбило, некоторые, наоборот, укрепило. Как ты себе представляешь, народы такие сойдутся просто такой толпой и пожмут друг другу руки? Такое нет, конечно, невозможно. Доверие такая штука, которую иногда невозможно восстановить. Наверное, мы знаем это по нашим отношениям с людьми. Если к тебе кто-то когда-то изменил или тебя жестко обманул по какой-то другой теме, то мне очень сложно восстановить доверие. Я думаю, это такая же история. Очень многие люди, которые в первые дни войны были настолько шокированы, что высказались, потом замолчали. Наверное, как никто другой, ты знаешь, что такое страх, будучи в тюрьме. Есть ли какие-то рычаги, которые позволяют человеку преодолевать страх? Я думаю, что есть страх здоровый, который просто в тебе вырос у нас как в человеческих животных для того, чтобы нас защитить от того, чтобы умирать и продолжить свое потомство. Это окей. С этим страхом можно договориться. Есть страх, типа страх паническая атака, который не... в смысле, имеется в виду, если на тебя несется ОМОНовец с огромной дубиной, скорее всего, наверное, тебе нужно увернуться. Ты не будешь просто вот такой стоять. А если у тебя есть просто страх сесть в тюрьму? Может сесть, а может не сесть? С этим страхом
сложнее. Мне страх не был присущ до того, как я, правда, не села в тюрьму. К чему я вела? Что есть страх, такой страх на уровне именно уже психических каких-то заболеваний и там панических атак. Но вот это, правда, страх плохого качества, его нужно там просто отмести каким-то образом, там, дыханием, не знаю, таблетками, походами к врачу, это все разрешать. Ну да, есть уже такой вполне себе логический животный страх, действительно, хочешь ли ты сесть в тюрьму или нет. Но и тут дальше, наверное, включаются какие-то более высокие мотивы, чем страх, и что-то более высокое, чем человек-животное, а именно то, чем человек, наверное, отличается от животного, это способность мыслить абстрактно. И что бы это ни было для тебя, твое человеческое достоинство, твое желание быть радостным, несмотря ни на что, и продолжать свою деятельность, и получать от этой деятельности удовольствие, либо любовь к родине, либо любовь к Богу. И все эти вещи могут очень естественный человеческий животный страх нам помочь преодолеть. Тебе что помогает? Доверие к себе, к своей интуиции и к своим мечтам. Я как художник люблю воображать, фантазировать, представлять, какой другой мир возможен. И я могу это делать только в хорошем ресурсном состоянии, когда я психически комфортно себя чувствую, здорово. То есть я сначала вот это вот состояние, за него борюсь, чтобы по максимуму его иметь, и по минимуму депрессивных эпизодов, когда ты падаешь на пол, ничего не хочешь делать. Вот я защищаю сначала эти моменты, когда я могу мечтать, а потом я ищу еще другие ресурсы, чтобы силы найти в себе, чтобы за эти мечты бороться. Поэтому для меня, наверное, мечта. Мечта и идеал. Это то, что меня ведет. Что отсюда вы можете сейчас сделать, чтобы помочь России? Хороший вопрос. Сейчас только беседовали с Петей Верзиловым на эту тему. Мне кажется, это такой важный какой-то этический подраздел в российской оппозиции, которая находится в изгнании. Можно ли призывать или там как-то помогать организовывать людям, которые в России находятся, акции? И у меня тут нет политической точки зрения, но есть у меня этическая, очень, очень строгая. Я не могу призывать людей ходить на улицы, я не могу призывать их там, надевать маски и идти танцевать в Государственную Думу, потому что я знаю, что их после этого ждет. И я знаю, насколько это страшно, насколько это сейчас опасно. То, что мы можем сделать снаружи, использовать все возможные платформы и наращивать нашу платформу. Не знаю, просто продолжать говорить о том, что возможно другая Россия. Потому что главная задача Путина — это показать гомогенность России. Потому что все поддерживают войну, все поддерживают Путина. Если мы находимся вне России, по, в общем, вполне понятным причинам, если мы при этом все-таки против войны, если мы поддерживаем Украину, если мы стоим за равную любовь людей, независимо от их пола, за права транслюдей, если мы стоим за эти прекрасные ценности, никто не имеет права отнять у нас звание россиянина. Хотя, честно говоря, мне очень хотелось от него избавиться в какой-то момент. Но даже если бы могла избавиться от паспорта, от ответственности я все равно не избавлюсь, потому что я оттуда. Что ж. Вот в первые 2 года войны мне просто хотелось сжечь паспорт и умереть рядом с ним от стыда. Если бы не война, что бы ты делала? Да, наверное, так же, как ты ездила между Россией и разными другими городами. Я много времени проводила в Л.А., потому что я там записывала музыку. Просто какой-то идеальный образ жизни мой был быть номадой, у которого корни в России, корни в Москве. И я думаю, что, наверное, я бы пыталась это так оставить. Но у меня это началось все, вообще у всех посирает, началось немножко раньше, чем война, поэтому это как бы вообще просто удалось ли бы мне быть там. Потому что участников посирает стали сажать под арест в 2021 году. Типа круговые эти аресты, когда тебя сажают с бесприемников, потом опускают и сразу же сажают опять. Не знаю, готовились ли они тогда к войне, знали ли это, хотели ли они выдавить всех несогласных, не знаю. Тебя часто спрашивают о том, вот если бы вы знали, чем дело кончится, пошли бы вы в храм или нет. И я во всех интервью вижу, как тебя спрашивают, и как тебя это бесит. Потому что у тебя нет ответа на этот вопрос. Но если
попробовать посмотреть, то что самый главный триггер в твоей жизни? И что было тем событием, о котором ты по-настоящему жалеешь? В том, что зависело от тебя? Это классный вопрос. Я думаю о чем-то, но это слишком личное. Это относится к другому человеку, если бы мы были вместе. Тут мы бы, наверное, вместе могли об этом говорить. Что-то про самых близких, про семью, про любовь. То, чего я раньше не понимала. То, насколько важно быть рядом с ними. В какие-то моменты я сильно приоритизировала больше свою деятельность, чем тех, кто действительно для меня значит. Можно ли это объяснить? Конечно, да, можно. Но я думаю, что я бы по-другому выстроила этот баланс. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Милосердие, конечно. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Истина. Я знаю, что в Бога ты не веришь, но что, по-твоему, после смерти? После смерти остается твоя светлая или не светлая память. Но я думаю, что художники идут во многом по тем же причинам, по которым люди верят в Бога. То есть ты хочешь после себя что-то оставить. И художнику в этом смысле проще, конечно. Но можно быть просто хорошим человеком, а тебе тоже останется светлая память. Что останется после тебя? Мой котик. Котик Райт. У нас есть род, это род Райтов. Он не обязательно построен на кровном родстве. То есть это какое-то это что-то про Chosen Family, наверное. Котик — это часть этого Chosen Family. При этом моя реальная кровная дочка тоже хочет поменять себе фамилию на Райт, и я тоже хочу. Да, и котик у нас есть. Вот. Поэтому, наверное, котик останется. После тебя что останется? Я про это думаю. То есть, во-первых, я-то в Бога верю, поэтому я не верю, что я исчезну. В этом смысле я верю, конечно. Я просто это Богом не называю. Почему меня так религия сильно привлекает? Она же меня привлекает не просто потому, что ее потроллить. Она меня привлекает, потому что, мне кажется, она объясняет как-то сложное миростройство. Наука не придумала пока еще, как внятно об этом говорить. То есть есть там какие-то теории мультивселенной, все прочее. Я обожаю про это все читать. То есть в этом смысле, конечно, да. Веришь? Конечно, верю. Меня бесит такой, советский атеизм, в том смысле, что материя превыше, хотя бы в том смысле, что во Вселенной есть еще какое-то другое измерение, которое не физическое, но информационное, что ты своим существованием, и то, что ты делаешь, ты оставляешь след вот этой информационной материи. В индуизме, как это называется, акаша, материя. Религии, которая не основана на чуваке, который сидит на облаке, конечно, меня гораздо больше привлекает. Но даже какие-то отдельные пассажи из Евангелия мне очень нравятся. Милосердие или правосудие, там же очень много говорилось о том, что нужно прощать. Все то, что нам позволяет какое-то трансцендентное существование немножко выше, чем мое биологическое существование как животного человека, это меня привлекает, это мне нравится.